Мы сейчас смотрим на итоги мирового рынка СПГ. И вот поговорим как раз об этом. Это подведены были итоги, буквально на прошлой неделе были подведены итоги 2024 года. Как видите, невероятный рост поставок целый 1%. Это второй минимальный показатель после 2020 года. В 2020 году было вообще весело, 0,4% прироста был. 1% это, я бы сказал, знаете, уверенная заявка на победу. Но, конечно, 2020 год яростно, просто зубами вырвал победу у 2024, однако это прозрачно нам намекает на то, что не все проекты, которые планировали в конце 10-х, начале 20-х годов ввести вот в этот промежуток времени, были введены в этот промежуток времени. Что-то случилось, знаете. Вот. Там дальше указано количество поставщиков, количество импортеров, насколько они изменились. Нам в данном случае стоит обратить внимание на самую нижнюю строчку. Кто покупает? Кто покупает, насколько изменяются у них объемы закупок. Давайте посмотрим на Европу. Нет, верните, пожалуйста, верните. Мы не успели насладиться видом Европейского Союза. Верните предыдущую картинку. Минус 24 миллиона тонн. СПГ обычно в миллионах тонн измеряют. Если что, умножайте на 1,38, получаете миллиарды кубических метров. 19% вниз. Вот. Значит, Средний Восток и Африка, это и Ближний Восток, это чуть более широкий регион, чем Ближний Восток. В общем, там небольшой прирост, это не очень крупный потребитель сам по себе, но эффект низкой базы такой, что плюс 62%, но это всего 4 миллиона тонн. Судя по всему, это просто один Египет. Там Египет и там еще кое-кто, но это там такие слезы. Латинская Америка в основном, написано Америкас, но это в основном страны Латинской Америки, понятно. На 3 миллиона тонн увеличили закупки. И на 21 миллион тонн увеличила закупку Азия. И вот теперь давайте следующую чудесную, следующую интересную вот эту вот табличку. График. Это что у нас происходит с Соединенными Штатами. Всем интересно ведь про Соединенные Штаты. У нас, я так чувствую, знаете, кроме Соединенных Штатов, других поставщиков СПГ никто и не знает, куда они поставляют, чего они поставляют. Куда поставляли Соединенные Штаты в прошлом году? Никуда. Соединенные Штаты никому ничего никуда не поставляют. Поставляют компании, у которых есть контракты с заводами, располагающимися на территории Соединенных Штатов. Это компании преимущественно из Европы и Азии. Вот, к Соединенным Штатам они имеют настолько косвенное отношение, что даже смешно говорить, но не суть. То есть две большие разницы. США производят СПГ, а продают на мировом рынке их совсем другие люди. То есть когда... Это что же? Это когда Китай импортирует СПГ из Соединенных Штатов, то на самом деле экспортируют туда американский газ китайские компании? Какой ужас! Так вот, значит, 52% газа, произведенного в сжиженном виде в Соединенных Штатах, было поставлено в Европу. Это меньше, чем было поставлено в 2023 году, но постоянные зрители нашей программы уже в курсе, что поставки в Европу сократились, потому что Европа сократила потребление СПГ, и цены снизились. Сэкономила. Слегка сэкономила, цены снизились. Зачем везти туда, если можно везти в Азию, которая наращивает потребление? Тем более, что с Азией в основном все-таки длительные контракты, а не краткосрочные, как в случае с европейскими. Кстати, посмотрим на Азию. Просто, опять же, у нас, как мне кажется, вот, кстати, можете написать, казалось ли вам именно так, но мне так кажется, что многие считают, что рынок Европы – это самый привлекательный рынок на планете Земля, просто, самый-самый. А тем не менее, доля Азии, как покупателя сжиженного природного газа, выросла в прошлом году. И насколько выросла? С 65 до 69%. Да, разумеется. В 2021 году доля Азии была где-то 75%. То есть сначала она сокращалась, потом она росла. Правда, сам рынок тоже рос. И импорт в Европе увеличивался. Но даже после того, как рекордно вырос импорт в Европе, представьте, всего на 10 процентных пунктов сократилась доля Азии. А потом стала расти. И вот сейчас она 69%. А из этих 69%, как они сформированы? Один Китай, 19% рынка.
Одна Япония 16% рынка. И одна Южная Корея 12%. Вся Европа, Евросоюз, Великобритания 24%. Это, безусловно, солидно, это много, 24%, да, но один Китай 19%. Что прозрачно нам намекает на очень простое обстоятельство. Один Китай может, имеет такой примерно вес на вот этом рынке, как вся Европа вместе взятая. А вместе... Если бы не электромобили. Если бы не электромобили, то я даже не знаю, что бы там было. Ну и, кстати, а откуда Китай импортирует сжиженный природный газ? У нас сегодня такой ликбез с географический. Географический, геополитический, как у нас там это любят говорить. Давайте глянем на соответствующий график, как Китай импортирует, откуда он импортирует. Как вы видите, основная бензоколонка, точнее, основная газоколонка для Китая – это Австралия. Друзья, YouTube блокирует. Возможно, наш канал следующий, и это видео последнее. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, ссылка в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь прямо сейчас, чтобы не потерять нас. Не ждите окончательной блокировки YouTube. В принципе, Австралия – это такая, знаете, бензоколонка для Азии. Проблема лишь в том, что, когда говорят про Австралию, говорят, вот она молодец. Видите, там Chevron, там Shell, там другие уважаемые компании работают, развивают проекты, отправляют на экспорт вот эту чудесную продукцию. Почему-то не называют бензоколонкой. А у нас, знаете, я заметил, у многих людей какая-то такая, знаете, комплекс неполноценности. Мы бензоколонка, мы поставляем. Штаты почему-то, когда наращивают мощности по производству СПГ, да, стратегия мирового энергетического доминирования, да, посмотрите на нас, какие мы классные. А мы бензоколонка, а вы нет. Интересно. А будем общими мерками мерить? Не будем? Почему? Потому что другое. Елки-палки, я забываю. Это другое. Элементарно, Ватсон. Так вот. Ближний Восток поставляет довольно значительные объемы. Катар поставляет примерно четверть всего газа, который покупает Китай. И да, Катар отправляет в Китай... Не газа, а СПГ. Сжиженного природного газа. Потому что есть еще труба. Да. Эту оговорку мы сделаем. СПГ. Газа в сжиженном виде. Притом Катар отправляет в Китай больше газа, чем в Европейский Союз. Весь. Опять же, для понимания. И Россия, там скромные 7%. Наверное, это вообще ни о чем. Да, Штаты, как и Россия, тоже 7%. Были. Но с 2025 года эти 6 миллиардов кубических метров в регазифицированном объеме, если посчитать, они теперь пойдут в Европу, потому что поставлять в Китай с этими пошлинами смысла не имеет. И китайские компании, которые поставляли газ американского производства в Китай, повезут его в Европу. И теперь Европа будет этот газ получать. А Россия 7%. Ни о чем, да? Но есть еще труба. И если посчитать с трубой, то крупнейшим поставщиком газа в Китае является Российская Федерация. И лишь мы упрочим это положение в 2025 году. Собственно говоря, тут «Газпром» отметил такой, знаете, производственный юбилей, что 100 миллиардов кубических метров были поставлены в Китайскую Народную Республику. По силе Сибири. По силе Сибири, в течение всего срока эксплуатации этого газопровода, по газопроводу силы Сибири в Китае поставлены первые 100 миллиардов кубометров российского газа из более чем триллиона, предусмотренного крупнейшим газовым контрактом за всю историю отрасли. Это только начало большого пути. Контракт действует до середины 1949 года. Это действительно невероятно продолжительный контракт с 14 по 1949 год. Подписан он в 2014-м, начал исполняться в 2019 году, соответственно, считайте, на 30 лет. 35 лет. На самом деле его подписывали в 2014 до 1949. А в 2027 году начнутся поставки в Китай российского газа по второму трубопроводному маршруту дальневосточному. А тут стоит сделать оговорку. Мне скинули, в Телеграме прочитал, как некоторые решили позавывать, что сила Сибири не для Сибири. Что, мол, не газифицируют Сибирь от силы Сибири, а ведь именно для этого ее строили. Да, ее строили в том числе для этого. И я понимаю, что город Благовещенск не в Сибири. Но если говорить о газификации с помощью силы Сибири, то она началась. И в 2024 году уже котельные. Мы, кстати, в нашей программе об этом говорили. Так что
дорогие завоеватели в Телеграме, подписывайтесь на нас в Телеграме, кстати. Во-первых, «Нефтегазовая игра» и Борис Марцинкевич. Это, во-первых. А во-вторых, каждое воскресенье в 7 часов вечера включайте телевизор или заходите через Телеграм и слушайте. Мы вам расскажем. Газифицированы были котельные в городе Благовещенск. Ведутся программы. С 24 года начали реализовывать программу газификации Иркутской области, которая была подписана в 23 году. Почему в 23 году, а не раньше? Потому что в декабре 22 года ввели в эксплуатацию Кавыктинское месторождение на территории Иркутской области. Программу газификации с 24 по 33 год подписали в 23 году. Реализовывать начали в 24 году. Все будет. Не у всех. Ну, и на всякий случай, вот разделять надо, где у нас Сибирь, где у нас Дальний Восток. Якутия так не сильно Сибирь. Это граница наша. Восточной Сибири и Дальнего Востока. Газификация по состоянию на декабрь 1991 года на Дальнем Востоке была равна нулю. Сейчас 27%. Почему сложно? Ну, если возьмете на себя труд посмотреть на географическую карту России, именно на физическую, так скажем, и посмотрите, насколько горная страна Россия, начиная с Восточной Сибири. У нас сплошные горные массивы. У нас горными хребтами Якутия отделена от Амурской области, Амурская область от Хабаровского края. Хабаровский край разделен горными хребтами. Забайкалье отдельно. Пробраться в Магаданскую область только через горные хребты, из Якутии на Чукотку только через горные хребты и так далее. Там сложно. Ну и я тут встану на защиту завоевателей, потому что на Дальнем Востоке газификация все-таки это Сахалин, это вот эти вот. А от силы Сибири нет, вот только началась. Как так можно? А? Что это вы ее построили, вывели на плановые объемы поставок только в декабре 2024 года, но до сих пор всех не газифицировали. Как это так? Быстро всех газифицировали. Нет, еще раз, смех смехом. Мы хотим, чтобы всех газифицировали, чтобы это было дешево, чтобы это было быстро и все такое прочее. Но нужно понимать, что если вы месторождение вводите в эксплуатацию в конце 2022 года, то вряд ли к 2024 году у вас вся область, где 3 человека на квадратный километр плотность населения, и я не про Якутию, я про Иркутскую область, что она у вас будет вся газифицирована. Будет газифицирована, просто не сразу. Подождите. Вот. Я предлагаю, значит, завершить эту тему Евростатом и поотвечать на некоторые вопросы. Тут вот Евростат недавно нас порадовал, отчитался о торговле с Россией, и в первом квартале 2021 года ЕС закупил в России примерно 41 миллиард кубических метров, а в первом квартале 2025 года чуть более 10 миллиардов кубических метров газа. Но за 41 миллиард кубов в 2021 году, в первом квартале, по данным Евростата, заплатили 3 миллиарда евро, а за 10 миллиардов в первом квартале 2025 года за наш дешевый газ, очень дешевый, 4,5 миллиарда евро. Если кто-то не верит, мы сейчас покажем график с сайта Евростата. То есть это не РИА Новости, знаете, не мы вот выдумали. Это вот Евростат, знаете, взяли, посчитали. И самое интересное, что, пожалуй, вот газ и немножечко удобрения оказались единственным товаром, во-первых, стоимость которых выросла, точнее, доход от которых вырос за это время. Но газ, пожалуй, единственный товар, который, сократившись в объемах поставок, придет с денег, притом денег в 1,5 раза больше. Но это 21 год, понятное дело. Нам же интересно с 24 годом сравнить, год 25. Там же, наверное, все совсем плохо. Украинский транзит прекратился. Мы все понимаем, правильно? Давайте данные за первый квартал 24-го сравним с 25-м. Если можно, цитату. Затраты стран Евросоюза на российский СПГ в первом квартале 2025 года выросли до 2,73 миллиарда евро по сравнению с 1,25 миллиарда евро в первом квартале 2024 года, по данным Евростата, если что. Затраты на трубопроводный газ выросли с 1,64 миллиарда евро в январе-марте 2024 до 1,75 миллиарда евро за аналогичный, в общем, период 2025 года. Притом, если закупки сжиженного природного газа за этот период сократились незначительно на 0,28 миллиарда кубических метров, то есть остались примерно на том же уровне, по большому счету, то трубопроводные поставки снизились на 3,5
561 тысячную миллиарда кубических метров. Вот. То есть это прозрачно нам намекает, что что-то изменилось с ценами. Ну и давайте, отталкиваясь от данных Евростата, посмотрим, а какие же цены на российский газ были. В сравнении с некими средними показателями, опять же, которые можно высчитать, исходя из данных Евростата. Итак, СПГ, первый квартал 2025 года. Перевели из их привычных величин в доллары за 1000 кубических метров. СПГ средняя цена $461, за российский $542 за 1000 кубов. Трубопроводный средняя цена 284, российский 459. Это если взять весь объем средств, который посчитал Евростат за газ, и взять весь объем газа, который был импортирован за это время. Вот такая вот картина получается. Вот. Это не к тому, что наш газ вдруг стал очень дорогим. Это к тому, что цена газа меняется в зависимости от разных показателей. Потому что никто не прописывает цену. Прописывают определенную формулу, которая позволяет высчитывать цену газа на определенный период времени. Ну вот, так вот у них сейчас получилось. Неплохо, правда? Ну и... Несколько слов от многократно погибшего смертью храбрых «Газпрома», который, по-моему, каждый год у нас разорялся, уходил в глубокий минус. Ну, то есть, когда мы говорили в прошлом году, что минус «Газпрома» связан с... Воровством. Точно. Со списанием активов. Ну, то есть, воровство, в смысле, активы пришлось списать, которые стырили. Германия украла холдинг «Газпром Германия» вместе со всеми структурными единицами. Его списали в 2024 году. В 2023. Получили минус. В 2024 немножечко все... В 2025 все немножечко меняется. Ну и, собственно говоря, получилось, что в 2024 году плюс, когда списывать ничего не надо. Удивительно, правда? Вот. И за первый квартал 2025 года тоже в плюс «Газпром» идет. Это не за счет внутреннего рынка, видимо. Или же как? Внутренний рынок тоже приносит какие-то деньги? Это же ужас. Я просто помню, как год назад нам объясняли, что, ребята, ну вы что, внутренний рынок это все, это чистые убытки. Это, обратите внимание, 1 триллион чистых убытков. Это все потому, что внешние рынки потеряли, а внутренний рынок, господи, какой смысл в нем? Ну, в общем, вот как-то так, дорогие тех друзья. итогов, которые подводил «Газпром», в 2024 году спрос на газ в России вырос на 5,2%. Мы продолжаем расти. Это в годовом отчете отмечено. Друзья, в очередной раз напоминаю о том, что полное название нашего канала – независимый аналитический онлайн-журнал «Геоэнергетика Инфо». И слово «независимость» после того, как была отключена монетизация со стороны Ютуба, для нас стало дорогим, ценным, близким. Для того, чтобы сохранять независимость, вы прекрасно понимаете, что в наше тревожное время необходимо прежде всего альтернатива, поиск спонсора, который будет задавать нашу новостную повестку, нашу, так скажем, стратегию и тактику, нам кажется не самым удобным. Поэтому напоминаю о том, что нас можно видеть прежде всего в нашем телеграм-канале, где мы стараемся сообщать все новости, касающиеся нашей работы, наших новых проектов. Вы нас можете видеть на портале ВКонтакте, вы нас можете видеть в Дзене, вы нас можете поддерживать за счет того, что у нас имеется страница на Sponsor.ru. Все это будет в описании под этим моим кратким вступлением с напоминанием о том, что если вы хотите, чтобы проект «Геоэнергетика Инфо» продолжал развиваться, нам необходима ваша помощь и поддержка. Большое спасибо за внимание.